Всем привет! Сегодня драгоценные и не очень металлы будем извлекать из вот такого материала. Материал представляет из себя солянку из импортных чипов. Встречаются как четырехсторонние, тонкие, так и четырехсторонние, толстые. Также встречаются чипы плашек оперативной памяти, двухсторонние, старые и не очень. Ну и также BJ чипы. В общем, солянка из импортной черни. Общим стартовым весом 730 грамм. По плану переработки. На первом этапе химическим способом удалим припой вместе с выступающими металлическими частями чипов. На втором этапе обжигаем материал в муфельной печи. Далее полученный обожженный материал пропускаем через измельчитель. После измельчителя пропускаем материал через повторный обжиг. И далее попробуем его несколько сконцентрировать гравитационным способом. На следующем этапе материал будет обработан при помощи азотной и серной кислот. Последующей попыткой выделения хлорида серебра из полученного раствора. Ну а после этого бессмертная классика царско-водочного процесса. План накидали, приступаем. Материал перенесен в 5-литровый стакан и покрыт 1 литром обычной недистиллированной воды. Приливаем к нему 250 мл концентрированной серной кислоты. И также добавляем 100 мл азотной. И переносим материал в вытяжной шкаф на растворение. Плитка предварительно нагрета. Переносим на нее наш материал. И ждем растворения ножек чипов. Спустя каких-то 15 минут начавшаяся ранее реакция практически прекратилась. Это говорит о том, что наши ножки протравились. Теперь после отделения от раствора наш материал отправляется на обжиг в муфельную печь, а раствор на фильтрацию и попытку выделения из него хлорида серебра. Печь предварительно нагрета до температуры приблизительно в 1000 градусов, и наш материал отправляется в нее на обжиг. Ну а пока наш материал дожаривается в муфельной печи, посмотрим, что же у нас находится в растворе после травления ножек. За кадром я его отфильтровал. Проверим на наличие серебра. Прильем небольшое количество соляной кислоты. Видим, что какое-то количество хлорида выделилось, но количество это совершенно незначительное. Думаю, что даже морочиться мы с ним не будем. Раствор
ожиданий не оправдал, а вот фильтр после его фильтрации удивил. Вот так вот он выглядит. И можем наблюдать на нем не что иное, как позолоту. Не знаю уж, откуда она взялась. Фенажникам, думаю, надо будет иметь это в виду, что даже при первичном травлении возможны потери. Вот, и чтобы их не было, соответственно, этот фильтр отправится на растворение царской водки, когда будем травить в ней основной материал. К нему, собственно, и возвращаемся. После первичного обжига он выглядит вот таким образом. И сейчас мы будем дробить его в измельчителе. Немного о нем. Куплен сей девайс был по случаю у друзей из Поднебесной, и я думаю, что должен быть в наличии у каждого уважающего себя фенажника. При частом использовании этого измельчителя штатные ножи через достаточно короткий промежуток времени превращаются примерно вот в это. И для того, чтобы в дальнейшем можно было беспрепятственно им пользоваться, я заказал на одном из заводов дополнительные ножи из стали с достаточно высоким содержанием марганца. И спустя приблизительно полгода достаточно плотной работы я не заменил пока ни одного изготовленного на заводе ножа. Выглядит он сейчас вот таким вот образом. Причем форма ножа не имеет практически никакого значения. Главное, чтобы он был достаточно хорошо отбалансирован. И отверстие под посадочное место находилось ровно в его середине. Приступаем к измельчению нашего материала. Время на измельчение нашего материала до практически состояния пыли составило не более 1,5 минуты. Теперь я перенесу его обратно в металлическую емкость и будем дожигать его в муфельной печи. Зачем это нужно, объясню по окончании процесса. Материал повторно обожжен, и его зола имеет вот такой вид. Теперь немного о том, почему необходимо обжигать материал до состояния белой золы. Обожженный не до конца материал представляет из себя не что иное, как уголь, некоторые виды которого в гранулированной фракции используются на золотобогатительных предприятиях для абсорбирования золота из растворов. Таким образом, после растворения материала царской водки, золото, перешедшее в раствор, способно к самопроизвольному восстановлению на частицах недожженного материала. То есть происходит его сорбция. Обычно это случается при фильтрации остывшего золотосодержащего раствора, проходящего через недообожженный материал, находящийся на дне воронки Бюхнера. Потери на такой сорбции по золоту могут быть до 20%. Так как зола имеет гораздо меньшую степень сорбции, чем уголь, мы, собственно, обжигаем наш материал до состояния золы. Лирическое отступление закончили и переходим к следующему пункту нашей лабораторной работы. А следующим пунктом будет попытка концентрирования нашего золотосодержащего материала гравитационным методом. Для этого нам понадобится старательский лоток, тазик с подогретой водой, любое моющее средство и, собственно, сам материал. Воду я предпочитаю подогревать для того, чтобы в ней тупо не мерзли руки. Для того, чтобы в процессе гравитационной обработки материала мелкие частицы золота не уплывали, воду необходимо смягчить, как я уже сказал, любым моющим средством. Щелочь, находящаяся в этом моющем средстве, смягчит воду и уменьшит ее поверхностное натяжение. Таким образом, мелкие частицы золота не будут плавать по ее поверхности и, соответственно, никуда из лотка не сбегут. Болтать с вами на камеру во время этого ответственного процесса я, к сожалению, не смогу, поэтому ставлю вас на таймлапс. Наслаждайтесь процессом.
Думаю, что мне удалось в достаточной степени сконцентрировать наш золотосодержащий материал. На дне даже можно видеть некоторое подобие золотых волосков. И теперь мы приступаем к вытравливанию паразитных металлов. Покрываем материал 500 мл дистиллированной воды. Приливаем 150 мл концентрированной серной кислоты. И также приливаем 50 мл азотной. И несем все это в вытяжной шкаф. Спустя приблизительно 30 минут реакция полностью прекратилась. Паразитные металлы вытравлены. И раствор отправляется на фильтрацию. Фильтрация закончена. На выходе имеем материал, отделенный от раствора. И, собственно, сам раствор, который сейчас проверим на наличие серебра. Для этого прильем небольшое количество соляной кислоты. Серебро в растворе присутствует. Пока хлорид выпадает, займемся приготовлением раствора царской водки и будем травить наш материал. Приготовим 80 мл царской водки. Для этого смешаем 20 мл 65% азотной кислоты и 60 мл соляной до 80. Соотношение кислот 1 к 3 в объемных долях, либо 1 к 2 в массовых. Материал покрыт 100 мл дистиллированной воды. Включаем подогрев и приливаем раствор царской водки. Пока 60 мл. И ждем растворения.
Также к материалу добавим фильтр после растворения ножек. Can you hear what I hear? We just opened the door. Can we be what we were? The way we were before. Спустя приблизительно 40 минут выделение моноксида и диоксида азота закончилось, и все металлы, находящиеся в нашем материале, перешли в раствор. Сейчас я добавлю небольшое количество азотной кислоты для того, чтобы в нашем золотосодержащем растворе был ее гарантированный избыток. Это будет дополнительно препятствовать восстановлению золота на золистых частицах во время фильтрации. На первом этапе фильтрации я специально не извлекал основной материал из стакана в воронку Бюхнера, для того, чтобы золотосодержащий раствор меньшее количество времени с ним взаимодействовал. Это также минимизирует потери на паразитном восстановлении золота на зольных частицах материала. Я перемещу его в воронку уже на этапе промывки. После фильтрации я немного почистил наш раствор путем приливания небольшого количества серной кислоты, для того, чтобы все органические и неорганические гадости, растворенные в нем вместе с золотом, выпали в виде сульфатов. Эти сульфаты в виде взвеси можно наблюдать в теле раствора. Также небольшое количество серной кислоты в дальнейшем поспособствует коагуляции при восстановлении золота до металлического состояния. Ну а сам раствор отправляется на повторную фильтрацию. После всех фильтраций имеем 500 мл золотосодержащего раствора. Вот такого цвета. Судя по нему, имеются примеси никеля и железа. Но, надеюсь, это нам в дальнейшем не помешает. Также за кадром я почистил небольшое количество выпавшего хлорида серебра.
Честно сказать, нет никакого желания с ним морочиться. Здесь его будет совсем чуть. Поэтому наш основной золотосодержащий раствор отправляется на восстановление. А хлорид серебра оставляем до лучших времен. Ну и теперь настало самое время для произнесения изрядно всем поднадоевшей мантры о том, что наш раствор нагрет до температуры приблизительно 80 градусов. Восстанавливать золото до металлического состояния будем по традиции при помощи одноводного раствора гидрозин-гидрата, разбавленного в соотношении 1 к 3 с дистиллированной водой. Продукты азотной кислоты будем гасить при помощи карбамида, он же в простонародье мочевина. Избыток азотной кислоты присутствует. Присыпаем мочевину до отсутствия выделения газов. Избыток азотной кислоты погасили. Прикапываем восстановитель. Наблюдаем изменение цвета. Прикапываем еще восстановителя. Восстановителя достаточно. Теперь крутим наш раствор под кипением и ждем, пока он просветлеет, а золотой осадок скоагулируется. Фокус коагуляции, по-видимому, сегодня не удался, поэтому сейчас за кадром я быстренько поймаю на фильтре все золото, восстановившееся из раствора в виде коллоидов, перерастворю его в царской водке и повторно восстановлю. Поймать осадок коллоидного золота на фильтре также не удалось, оно замечательно просачивалось сквозь его поры, поэтому я разбавил раствор дистиллированной водой для уменьшения его плотности, а также для предотвращения выпадения кристаллов мочевины. На утро следующего дня имеем вот такую картину. Раствор полностью отстоялся, просветлел, и весь осадок золота собрался на дне. Он достаточно плотный, имеет вот такой цвет. Так как вчера оставалось еще свободное время, я не поленился и обработал всю ту золу, которую мы смыли при обработке материала гравитационным методом на старательском молотке, и получил вот такой результат. Золото в смытой золе присутствовало, но поверьте, это присутствие в пределах 0,01 грамма. Золото отстоялось и выпало вместе с теми самыми кристаллами мочевины, для предотвращения образования которых я разбавлял основной раствор перед отстаиванием дистиллированной водой. Оба осадка золота отправляются на повторное растворение и восстановление, и потом взвесим их по отдельности.
Оба осадка растворены и отправляются на фильтрацию. Оба раствора отфильтрованы и отправляются на восстановление. Мантру во второй раз зачитывать не вижу смысла, сами все знаете, поэтому просто приступим к восстановлению. Золото из обоих золотосодержащих растворов восстановлено до металлического состояния. Вот осадок основного материала и осадок со смытого пепла после обработки материала гравитационным методом. Здесь его совершенно смешное количество. Взвесить это будет точно невозможно. Но я все-таки отдельно его просушу и покажу. Can you hear what I hear? We just opened the door. Оба осадка просушены. Вот такое количество получилось с основного материала.
И вот такое со смытой золы. Мои весы со взвешиванием такого количества точно не справятся. Здесь совершенно смехотворное количество. Поэтому отправляем этот материал к основному. И далее будем плавить. Перед плавкой я сформировал из нашего золотого осадка вот такую таблетку. При помощи вот такого устройства. На Озоне называется изготовитель таблеток. Удобнейшая штука. Кто занимается плавкой металла, must have. Ну а мы приступим непосредственно к процессу. Can you hear what I hear? Why can't we be? Вот такой королек получился. Сейчас я его почищу в растворе лимонной кислоты. Будем переходить к самому интересному. И вот наступает время долгожданной финалочки. И наш золотой королек отправляется на весы. Результат 1,39 грамма. Вспоминая о том, что вес исходного материала составлял 730 грамм, в пересчете на 1000 грамм получается, что в 1 килограмме подобного материала содержится 1,9 грамма золота. По мне, так результат вполне себе неплохой. Теперь о том, какие можно сделать выводы по итогам этой переработки. Вывод первый. Концентрирование материала после обжига гравитационным методом строго обязательно. Это уменьшает объем самого обрабатываемого материала приблизительно в 10 раз, что в свою очередь положительно сказывается на объеме кислот, при помощи которых в дальнейшем этот материал обрабатывается. Вывод второй. Потерями по золоту после смывания золы при использовании гравитационного метода можно пренебречь. Во-первых, они малы сами по себе. В нашем случае эти потери даже невозможно было взвесить на весах. Но во-вторых, они несоизмеримо меньше, чем возможные потери
при обработке большого количества материала, не сконцентрированного гравитационным методом. Во время поразительного восстановления золота на зольных частицах недообожженного материала при его фильтрации. В последующих видео я обязательно покажу другие методы обработки подобного материала, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!